Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 15 декабря, сегодня у нас с вами пятница, последний рабочий день на этой неделе. И обращаем ваше внимание, что сегодня день счастья, день радости, день удовольствия. Поэтому обязательно наденьте этот цвет одежды. Он принесет вам все самое лучшее, что вам нужно в вашей жизни. Давайте, друзья, посмотрим, что же нас с вами ожидает в этот день и почему нужно надеть одежду именно этих цветов. Итак, 15 декабря, друзья, сегодня 3 и 4 лунные сутки. Обращаем ваше внимание, что сегодня растущая луна в знаке зодиака Козерог до 20 часов 55 минут по московскому времени, а далее переход в знак зодиака Водолей. Обращаем ваше внимание, что сегодня очень хороший день. Вообще, энергетика этого дня, она будет сопутствовать людям. При этом очень важно, чтобы вы на эти выходные постарались спланировать то, что вы планировать будете делать на сам Новый год. Да, многие люди еще не знают, что делать, но в любом случае возможно подумать о том, чтобы сделать какой-то, возможно, легкий ремонт. Возможно, у вас в планах сделать прикупить подарки, которые подарить на Новый год и на Рождество. Возможно, вы просто хотите отдохнуть перед Новым годом и съездить, например, повидать близких, родных вам людей, которые проживают в другом городе или в другом населенном пункте. Это нужно спланировать именно сегодня, друзья, 15 декабря. И вы знаете, сегодня очень важно, понимаете, то, что как вы направите энергию, так и это все будет на протяжении всего дня. Поэтому сегодня, в этот день, 15 декабря, ваша задача направить энергию только в правильное, только в нужное русло. Да, в вашем окружении будут появляться люди, которые, знаете, вас как будто будут щипать, постоянно пытаться, чтобы вы повернулись в другую сторону, чтобы вы допустили какую-то ошибку, которая со временем принесет вам разочарование. Поэтому, если вы сегодня задумали что-либо делать, обязательно это делайте. Не смотрите, кто что говорит, как говорит, и вы таким образом сможете многое сегодня и сделать, и поменять. Поэтому ваша задача игнорировать те моменты, которые, возможно, вам не нравятся в жизни. Помните о том, что вы сами строите свою жизнь, и никто другой не имеет права вам говорить об этом. Также обращаем ваше внимание, что в какой-то степени сегодня, на протяжении всего дня у вас будет создаваться вот такое ощущение, что вы все делаете не так, как вам хотелось бы. Если у вас сегодня, например, назначены какие-то встречи, то они будут переноситься или вообще не состояться, то вы не должны рвать сердце. Вы должны понимать, что все-таки пятница и энергетика этого дня, ввиду того, что все зависит только от вас, поэтому если в вашем окружении появляется какой-то негатив, какая-то обида, где-то злость, недовольство, не обращайте, пожалуйста, на это внимание, не отдавайте вот эту энергию другим людям или в другое русло, обратите, пожалуйста, на это внимание. Также, к сожалению, сегодня возможны искушения. Знаете, как, возможно, вам будут какие-то данные предложения, которые вам нужно выбрать между добром и злом. И здесь очень важно, чтобы вы нашли вот ту золотую середину в той или иной ситуации, чтобы вас, знаете, понесло, не дай бог, не в том русле. Это может быть связано, например, с какой-то сделкой, которую вы подпишете на чьих-то условиях, а через полгода вы поймете, что вы в убытке. Или вас сегодня приглашают на собеседование, и вы готовы закрыть глаза на какие-то моменты, потому что считаете, я же буду работать в престижной компании, но ничего страшного, через полгода, через год вы поймете, что у вас нет каких-то социальных гарантий, что у вас нет тех условий, которые есть у других людей. Поверьте, бывают такие
дни, что то, что вы запланировали, и у вас оно или не получается, или получается, но совсем как-то криво и не очень хорошо. Поэтому будьте осторожны. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня после 16 часов дня по Москве возникает между людьми конфликтные ситуации. То есть люди стараются как можно быстрее закончить свои дела, рассчитывают на других людей, но ввиду того, что все-таки конец рабочего дня, конец рабочей недели, и многие будут игнорировать многих советы, какие-то рекомендации. Поэтому ваша задача, знаете, придерживаться тех правил, тех принципов, которые вам нужны для того, чтобы в вашей жизни все было чудесно и хорошо. Поэтому сегодня, на протяжении всего дня, ваша задача сохранять спокойствие, избегать любых ссор, скандалов и ни в коем случае не обращайте внимания на провокации. Особенно эти провокации могут быть в социуме. То есть, например, у вас сегодня совещание, и будут ваши недоброжелатели, например, или ваши коллеги по работе показать вам в не том свете, или что-то рассказать не то, что, как вы, например, предлагали еще неделю назад. Ваша задача не идти на эти провокации и смотреть, знаете, с улыбкой на лице. Да, это очень сложно, потому что в какой-то степени каждый, когда приходит на работу, он, знаете, как та лошадка, которая одели шоры, и она бежит, и должна быть лучше. Но вы должны понимать и то, что иногда это лучше не всегда хорошо для вас. Помните об этом. Что же касательно бизнеса, денег в этот день, 15 декабря, то вы должны понимать, что если вы сегодня прилагаете максимум усилий, то все это окупится в очень короткие очень сроки. Также сегодня благоприятна любая спокойная работа с информацией, с документами, с архивами. Но вот начинать какие-то глобальные дела мы сегодня все-таки не рекомендуем. Отложите новые начинания на более благоприятные дни. Все равно сегодня пятница, лучше уже со следующей недели, если вы за что-то хотите браться или вы что-то хотите действительно сделать важное, нужное, уже лучше тогда новые начинания, новые проекты, именно саму реализацию начните уже со следующей недели. А сегодня лучше прописывайте, пишите планы, составляйте бизнес-план, это будет правильнее, чем поспешить. Тоже касательно денег. Если вы в чем-то не уверены сегодня в отношении денег, в отношении вкладывания денег, то лучше приостановите все процессы. Не спешите, всему свое время. Также, если вы не уверены, как вам принять правильное решение в той или иной ситуации, тоже не спешите. Кроме того, еще проиграются определенные ситуации, и вы поймете, что, слава богу, вы не взяли на себя какие-то обязательства. Если вы рассчитываете сегодня на финансовые поступления, то, скорее всего, вы получите не те суммы, на которые вы рассчитывали. Да, любые дела, за которые вы будете браться, они все равно сегодня в этот день будут гораздо лучше, но вы должны понимать и то, что вы рассчитывать должны только на себя, а не на чью-либо помощь. И постарайтесь поэтому действовать самостоятельно. Но опять же, проявляйте мудрость, проявляйте терпение. И очень важно, чтобы вы осознавали, понимали, что это вам нужно в первую очередь. Если вас что-то беспокоит, вам что-то не нравится, подумайте о том, возможно, вам нужно вот просто взять паузу. Знаете, чтобы не наделать ошибок, иногда лучше взять нужно паузу, немножко что-то переосмыслить, и потом со временем это намного лучше будет в вашей жизни. Также сегодня лучше всего заниматься домашними делами. Если есть возможность, отдохните в кругу своей семьи. Как вариант, погуляйте на природе в вечернее время, можете во время обеденного перерыва. И обращаем ваше внимание, что сегодняшний день вот для какого-то слишком активного общения, рассказов о своих планах, о каких-то предложениях, о каких-то советах, а также выяснять отношения сегодня вот точно не стоит. Поэтому старайтесь проводить только с теми сегодня людьми, которые действительно любят вас, которые вас понимают и которые вас обязательно поддержат в трудную минуту. Обращаем ваше внимание, что в последнее время очень люди изменились. Кто-то считает, что
кто-то стал лучше и так далее. Поэтому вы должны быть очень осторожны и внимательны. Что же касательно здоровья, то сегодня тяжелый день для организма. Болезни, которые начинаются в этот день, могут стать хроническими или вызвать даже тяжелые осложнения. Также сегодня противопоказаны любые хирургические операции и медицинские процедуры. Что же касательно стрижки волос в этот день, 15 декабря, то стрижка принесет дискомфорт, тоску и страх потери близких. Может вызвать даже болезни горла и заболевания полости рта. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Вообще, сам по себе день идеален для ведения любых повседневных дел, для поиска пропавших вещей, людей. Также неплохой сегодня день для торговли. Поэтому, если вы в торговле, обязательно уделяйте максимум внимания, общайтесь с клиентами, с потенциальными клиентами, и вы увидите, это все будет при умноженном виде к вам вернется. Кроме того, если сегодня вы думаете о какой-то деятельности, то сегодня нужно именно продумывать, именно детально и тщательно. Также обращаем ваше внимание, что сегодня не стоит заниматься цветами, и вообще сегодня старайтесь как можно меньше общаться с людьми, особенно с теми, в которых вы не уверены. Также сегодня не стоит общаться со своим начальством, если это есть такая возможность. Если нет, то также будьте аккуратны и осторожны с теми словами, что вы транслируете в мир. Также сегодня не стоит менять место работы, потому что день неподходящий. А вот недвижимостью сегодня заниматься не стоит. Даже сегодня не стоит давать объявления ни в социальные сети, ни где-либо, потому что будет идти достаточно тяжело именно сама продажа или покупка. Что же касательно зачатия, один из самых лучших дней для зачатия и для продолжения рода. Рекомендуются умеренные физические нагрузки. Также сегодняшний день полностью хорошо посвятить своим домашним делам. Но опять же, если вы устали и решили прийти после работы этим заняться, лучше не спешите, лучше отдохните. Сны, особенно цветные, исполняются. Если приснилась вам какая-то опасность, это предупреждение вам, что вам нужно быть внимательными на этот период времени. Давайте теперь посмотрим, что же нам говорит Архангел Михаил на этот день, 15 декабря. Итак, друзья, карта выпала, которая звучит следующим образом. Используйте ваше право выбора. То есть карта говорит нам о том, что вы очень долгое время работали, вы прилагали максимум усилий, и теперь настало время посмотреть на альтернативы, настало время оглянуться и увидеть что-то новое. Не стоит сегодня вам ничего копировать у других людей, не стоит приспосабливаться к тем или иным ситуациям. Будьте самим собой. И вот даже эта карта говорит о том, что вам нужно быть сегодня честным и настоящим самим собой. И вам не стоит искать какие-то компромиссы, потому что вы все получите. И вы то, что получите, это будет действительно истинно идти от вашего сердца и то, что вам нужно. Кроме того, сегодня очень хорошо, чтобы вы мечтали о каких-то новых возможностях. Помните о том, что если вы хотите чем-то еще заняться, сегодня именно тот день, когда нужно продумывать, мыслить, прописывать, но ни в коем случае не активно реализовывать, потому что все-таки даже сама карта говорит, что этот день не предназначен для этого. Ну и молитва, которую мы рекомендуем вам прочитать в этот день, друзья, звучит следующим образом. Дорогой Господь, спасибо Тебе за Твою мудрость и любовь, которые помогают мне видеть, понимать и достигать поставленных целей. Прошу Тебя, веди меня к здоровью, к счастью и к моим жизненным целям. Девочки и мальчики, прямо сейчас в комментариях к этому видео напишите слово «изобилие», и Вселенная обязательно пошлет вам огромный денежный поток. Также прямо сейчас поставьте лайк этому видео. Итак, еще раз пишем в комментариях слово «изобилие», и Вселенная пошлет вам огромный
денежный поток. Девочки и мальчики, еще по поводу сегодняшней практики, как мы сказали в начале видео, мы рекомендуем вам одеть одежду определенных цветов, которые помогут вам на протяжении всего дня для того, чтобы вы могли и реализовать, для того, чтобы вы могли увидеть новые возможности, а также, возможно, в этот день у вас произойдут какие-то события, нужно быть готовым. Поэтому сегодня обязательно наденьте одежду следующих цветов. Это может быть оранжевый, это может быть золотой или желтый и может быть зеленый. Но обращаем внимание, это цвета должны быть природные. То есть, если мы говорим о желтом цвете, то он именно должен быть желтый, а не в каком-то еле-еле светлом оттенке желтого. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Если у вас нет по какой-то причине одежды таких цветов, не переживайте. Для этого возьмите нитку в таком цвете и завяжите себе на запястье вашей левой руки. А вечером обязательно разорвите, не разрежьте, а именно разорвите руками, поблагодарите и выбросите в мусорку. Вот такой, друзья, у нас с вами день 15 декабря. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Ставьте лайк, друзья. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте, друзья, на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.